Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте! В этом видео мы продолжаем обзор оснований фирмы Inhe. Серия 972X, которая была изготовлена для чемпионата мира, для сборной Северной Кореи. Это основание интересно тем, что здесь есть орелат карбон с различными композитами. Сергей, что ты ожидаешь от этого основания? Особенно интересно из всей этой линейки 972X было протестировать именно Orelite Carbon версию, потому что я и сам играл ALC фирмы Inhe долгое время, и было очень интересно посмотреть, как эта новая модель проявит себя в игре и вообще в других свойствах. Сразу отметим Сергеем качество, то есть оно тонкое, до 6 миллиметров, нету такой, знаешь, хорошо, скажем так, обточено, но выглядит, скажем так, довольно солидно, да. Конечно же, в конце поставим шипы, я поиграю шипами и посмотрю, конечно, на любых основаниях можно играть шипами, но все-таки реально ли создать такой стиль, что с одной стороны гладкая, с другой шипы, или может вообще шипованный на орелате. В общем, переходим к тестам. Тестировать будем на накладках. Справа поставим Big Dipper, а слева обычный тензор типа Revolution. Поехали! Сразу отмечу, что подыгрываю я Сергею гладкими накладками. Не подумайте, что он так по шипам попадает. Как впечатление, Сергей? Очень приятное основание. Знаете, ALC вообще славится своей универсальностью. Я думаю, что если бы существовало основание, которое подошло бы любому игроку, от мала до велика, от любителя до профессионала, то именно вот такое вот основание было бы ближе всего к этому универсальному идеалу. А вообще, знаете, такое основание меня относит в те времена, когда любимым игроком у всех был Тимо Болл, и все мечтали себе поставить два Tenergy и основание Тимо Болл ALC. Вот такие вот у меня от него ощущения. Очень приятное, мягкое, контрольное основание. Сергей, во-первых, скорость у основания больше, чем ОФ, где-то приближается к ОФ+. Да. От мала до велика, куда ты ребенку то поставишь. И затем я скажу, что ты что Big Dipper'ом накручивал довольно хорошо. Я видел, ты и Big Dipper'ом справа пробовал, и так. Да. И, неплохо же Big Dipper тут сидит, или что? Да, на удивление Big Dipper очень хорошо на этом основании. Тензор, естественно, хорошо. И несмотря на то, что довольно мягкое основание, очень хорошо Big Dipper здесь себя ведет. То есть им больше удобнее придавать сейчас вращение стало. То есть такая сторона открылась у него. Давай посмотрим это вращение вначале по подрезке. Да. Давай, поначинай, поварьируй вращение. Справа, слева. Смотрим.
Ну что, начало по подрезке, Сергей. Довольно комфортно придавать вращение, причем и гибридной накладкой, и тензорной. Можно и вложиться в мяч, и усилить. Конечно, для этого лучше подходит кевлар, карбон из этой же серии. Для Если мощного- вложиться и мощно. Да, если вложиться и мощно. Не, ну тоже А тут здесь- немедленно. Ну, тоже можно, конечно же, немедленно, но все-таки я думаю, что это больше подойдет игрокам, которые любят прокручивать мяч, играть вращением по высокой траектории. Я думаю, вот такой выбор. Ну, хорошо, давай тогда попробуем сейчас такое как бы игровое упражнение. То есть я подам подачу, и ты повращаешь, раз тебе так нравится. И оцени, кстати, тебя послушать, кажется, что мяч чуточки больше задерживается на этом основании по сравнению с Kevlar 970, который мы тоже тестировали. Пробуем? Да, давайте. Сергей, ну как вообще впечатление от игры? Вот на реакцию все-таки я поставил разные точки. Конечно, я отмечу контроль, ты все попадал, и слева там крутанул практически. Конечно, ты мог и мощнее, но задача такой не ставилась. Наша задача была именно накручивать топ-спин и проверить эту такой европейский стиль. Ну, что отметишь? Ну, отмечу, конечно, то, что тензоры на этом основании очень хорошо играют. Big Dipper тоже. И мне стало интересно, а как будет на этом основании вести себя шипы? Мне самому интересно, и хочется попробовать, учитывая, что ты тут прямо так говоришь, что композит этого основания в сочетании с орелатом, он создает такое вращающее. Поэтому поставим шипы, действительно ли они начнут крутить как гладко, проверим. Итак, пробуем. Поиграли шипами, ну как ощущения? Поиграл я, Ну, не да. ты. Ну, я тоже, как будто бы поиграл. Итак, справа. Справа играл Уранус. Поле – это, получается, короткие шипы. Вот, для скоростной игры. И получается, действительно, это основание дает сильнее вращение, ну, по сравнению с кевларом. То есть, и, соответственно, вы видели, я даже мог шипами перекручивать, скорость давить. Соответственно, ну, я справа, можно и слева. То есть, вот, короткие шипы хорошо станут в том плане, что вы можете там выдернуть, начать по подрезке и давить скоростью, бить все, что взлетает выше сетки. Если же говорить за игру слева, ну, в данном видео я играл Плуто. Это шипы все-таки с не таким сцепом, и, соответственно, опять же, сюда можно отнести как раз этот вид шипов. Вы должны понимать, что это основание добавит вращения и таким образом повысит контроль шипам.
более, которые слабее цепляют. Ну, нужно ли это вам или нет, это уже как бы решать вам, но есть такой эффект. Я когда-то давненько играл Enerforce ZLS, вот, не Тима был, Enerforce ZLS, и вот где-то вот такие похожие впечатления, то есть тоже такая эргономика, все это и хорошо вращает, именно, я имею в виду, вращает в отношении шипов. Ну что, перейдем к выводам, Сергей? Да, давайте. Подведем итоги. Это основание Arilat Carbon тоже готовилось к чемпионату мира. То есть основание, как бы можно сказать, мирового уровня в том плане, что прям готовились на это соревнование. 5,8 толщина, очень компактная, тоже такая довольно необычная ручка. Да, FL, вот, но в то же время они добавили определенные нюансы, и я думаю, некоторым любителям просто ляжет в руки, они будут как бы очень довольны. Сергей, ну твои впечатления? Да, ну, конечно, хотел тоже отметить форму ручки, она не совсем обычная. Это как бы EFL, но немножко другая вот форма вот в этой плоскости. И здесь небольшое такое расширение, но очень интересно лежит. Интересно, интересно. Вот. Ну, То, конечно, что ты лучше скажи, что мягкое, жесткое, как? да, ну и по игре кому оно все-таки подойдет. Я думаю, что оно подойдет тем, кто любит комбинационный стиль игры. То есть не вращать справа со всего стола, со всей силы, а где-нибудь подыграть, где-нибудь оставить коротко, подкрутить, дать боковое вращение при топ-спине. То есть стиль Тима Бола. Ну, не только Тима Бола, многие европейские игроки играют в таком стиле, крутят, и тот же Маркус Фрейташ, и Тиаго Пол. Сергей, ну хорошо, а можно ли этим основанием, можно ли играть в средней зоне? Ты вообще как? Ну, я думаю, более чем комфортно будет играть, особенно тензорными накладками. Играть в средней зоне. Для любителей шипов отмечу, что я уже говорил, что это основание дает больше вращения шипам, соответственно, если с одной стороны гладко, а с другой шипы, тоже будет очень комфортно. Если короткие, вы можете даже топ-спином начинать и, естественно, контратаковать. Вот. Если же шипы имеют такую как бы слабый сцеп, то я уже отмечал, что добавит чуть больше контроль. Может быть, это как бы вам и пригодится. Но в целом очень интересное основание. Но оно реально похоже, да, на какую-то линейку оснований вот этих Winnerforce, Butterfly. И по композиту, и, наверное, по другим качествам. Вот, ну что, на этом все. Вот, Сергей, как тебе вообще вот это вот? Ну, припасем для следующего видео. Да, это уже будет в следующем видео основания. Ну что, до новых встреч. С вами были Сергей Барановский и Максим Черепнин. Увидимся.